Всем привет! Сегодня мы повторим 3 блюда из, наверное, самого популярного русского сериала, который вы все прекрасно знаете. Это кухня. Поехали! Первое блюдо у нас из 14 серии, где на выездном банкете Максу пришлось подменять шефа и готовить блюдо по книге. Попытаемся все это повторить. Итак, берем тыкву, отрезаем кусок, очищаем его от кожуры. Уже чистый кусок делим пополам и нарезаем на полоски, а их уже на кубики. Чистим лук и тоже нарезаем кубиком. Готово. Оливковым маслом сбрызгиваем сковородку и отправляем туда наши овощи. Обжариваем минут 5, чтобы тыква стала немного мягкой. Перчим, солим, открываем мед и большую ложку отправляем на сковородку. Овощи начинают карамелизироваться и буквально через минуту выключаем. Для соуса ударяем по головке чеснока, после чего некоторые зубчики получаются уже очищенными. Раздавливаем ножом, взбрызгиваем маслом сотейник и отправляем туда чеснок, чтобы он надал свой аромат. Также веточка розмарина. Открываем красное сухое вино. Подливаем туда же. Если кто-то не знает, то при нагревании весь алкоголь испаряется. Малина. Открываем пачку. Набираем горсть. И бросаем в сотейник. Также добавляем столовую ложку меда. И варим соус на протяжении пары минут. Вынимаем чеснок и розмарин. В конце можно посолить и поперчить. Теперь сделаем картофельный пай. Берем пару картофелин и очищаем их от кожуры. Затем ставим на слайсер и нарезаем. По итогу получается вот такая мелкая и одинаковая соломка. Под краном вымываем из нее крахмал. И выкладываем на бумажные полотенца. Промакиваем. Все, остается эту соломку только пожарить. Ставим сковородку на огонь. Подливаем масло. Ждем, пока разогреется, и бросаем картошку. Обжариваем ее до такого золотистого цвета. И на бумажные полотенца. Все, картофельный пай готов. Переходим наконец-то к мясу. У нас говяжья вырезка. Хоть шеф и сказал: молодец, Загузок, почти справился. Только там должна была быть баранина, а не говядина. Но мы все равно будем использовать говядину. Ведь мы повторяем еду из кухни, а не из той книги. К вырезке крепится голова. Отделяем ее. Саму вырезку зачищаем от пленок. Отрезаем один стейк. Также берем фуагру. Отрезаем от нее пару кусочков. Режется она просто как масло. И делаем насечки накрест. Подсаливаем сразу и мясо, и фуагру. Перчим. Переворачиваем на другую сторону и повторяем все то же самое. Поливаем все это оливковым маслом. И прикладываем розмарин. Сковородку на огонь. И сверху наш стейк. Сковородка должна быть очень горячей. Переворачиваем стейк каждые 2 минуты, чтобы со всех сторон была хорошая корочка. После чего на сковородку идет фуагра. Переворачиваем уже через 30 секунд. И все это отправляем доводиться в духовке. Фуагру можно вытаскивать уже через 2 минуты. А вот стейк держим минут 10. Он готов. Разрезаем его пополам. Должна получиться прожарка медиум. Опять пополам и готово. Можно собирать наше блюдо. Кладем на тарелку стейк. Набираем тыквенное пюре. И с помощью 2 ложек формируем аккуратную горку. Тоже выкладываем на тарелку. На нее фуагра. Берем наш соус и наносим посредине тарелки. Размазываем его. Ежевику мы не нашли, потому что с этим карантином не завозят ягоды из-за границы. Поэтому мы использовали черный виноград. Потом малина. Опять виноград и малина. Опираем на ягоды кусочки лука. А на стейк кладем картофельный пай. Все, блюдо готово.
Я считаю, это очень похоже на то, что было в сериале. Давайте пробовать. Сначала фуагра с тыквенным пюре. Фуагра имеет не такой сильный запах, как обычная печень, но очень нежная и практически не нужно жевать. Она сама растекается во рту. Тыкву я не очень люблю, но в таком виде ел бы спокойно. Тут она карамелизированная и без такого сырого привкуса. Идеально. Стейк. Обмакиваем его в соус. Он очень мягкий, а соус и ягодный, и сладкий, и кислый, и пряный одновременно. В общем, в одном блюде очень много вкусов. Все они необычные и очень ресторанные. Сидеть дома сейчас, конечно, не прикольно. Но танки избавят тебя от скуки. Собирай друзей и вперед. Выцеливай, стреляй, взрывай, форсируй. Танкуй, заходи с фланга, уничтожай. И главное, получай кучу бонусов. Для всех новичков, активных игроков и загулявших танкистов в подарок премиум аккаунты, боевые задачи, серебро, скидочные купоны и многое другое. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся или авторизуйся и узнай, что для тебя приготовили. До встречи на полях сражения. Итак, следующее блюдо из 59 серии. Чтобы доказать, что Родион Сергеевич повар, он приготовил треску с овощами по-провански. Вот как оно выглядит в конечном виде. Сначала сделаем заправку. Открываем маслины. И высыпаем на досточку. Раздавливаем ножом. И мелко нарезаем. Сыпаем в миску. Также нужно довольно много петрушки. Сжимаем ее в руке и мелко нарезаем. Тоже в миску. Мелко крошим зубчик чеснока. Открываем оливковое масло. И довольно много выливаем. Берем белое сухое вино. Открываем. И выливаем столько же, сколько и масла. Горчица. Перец. Соль. И замешиваем. Расстилаем на столе 2 слоя фольги. На самый низ идет спаржевая фасоль. Отделяем помидорки черри от ветки. И разрезаем пополам. Выкладываем их сверху на фасоль. Затем филе трески. И поливаем нашей заправкой. Берем красный лук, отрезаем от него кольцо. Очищаем. И сверху на рыбу. Все, фольгу заматываем. И в духовку. 220 градусов на 20 минут. Вот что у нас получается. Остается еще раз полить заправкой. Кладем веточку розмарина. Все, треска по-провански готова. Получается очень нежная рыбка с интересным послевкусием. А фасоль и помидорки черри тоже впитали в себя эту божественную заправку. И последнее блюдо из 88 серии. Когда в отель приехал шейх, шеф готовил груши с креветками под сырной шапкой. Вот что у него получилось. В общем, берем креветки. Откручиваем голову. Так нужно сделать со всеми креветками. Затем ножом разрезаем панцирь. Очищаем креветки от хитина. И обязательно убираем пищевод, иначе вкус всего блюда будет испорчен. Уже очищенные креветки нарезаем. Берем сладкие груши. Отрезаем хвостик и напополам. С помощью чайной ложки вычищаем косточки и часть мякоти. Груши наполняем креветками. На этом этапе можно подсолить и поперчить. Берем твердый сыр и натираем на самой мелкой терке. Перекладываем в миску. Чтобы потом при нагревании сыр не растекался, содержался одной цельной массой, разбиваем одно куриное яйцо. И вмешиваем. На креветки выкладываем сыр. И пальцами формируем шапку. Перекладываем груши на сковородку. И в духовку. С включенным режимом гриль. Как только сыр подпекся, они готовы. Выкладываем 2 половинки на тарелку. Сковородку сбрызгиваем маслом. Отправляем туда помидорки черри прямо на веточке. И выкладываем тоже на тарелку. Веточка розмарина. Все, такие же груши, фаршированные креветками, как в сериале «Кухня», готовы. Мягкие креветки, горячий сыр и сладкая груша. В общем, я считаю, что все получилось. Пишите в комментариях, какие сериалы вы сейчас смотрите на карантине. И если вы хотите, чтобы мы еще приготовили что-то из сериала «Кухня», попробуйте набрать 300 тысяч лайков за день. Сможете. А также подписывайтесь на канал и на Инстаграм. Всем пока!